Ну а дальше из бесед с Еремеем. Он начал рассказывать о себе. Я воплощался на Руси не один раз. Моими друзьями всегда были в том числе березки и сосны, все травы на лугах, зяблики, пеночки, вальшнепы и тетерева. Я не мог надышаться красотой земли. Я гладил ее поверхность, как влюбленный гладит волосы возлюбленной. Радость и блаженная нега переполняли меня и изливались безбрежно из сердца на все, что я видел вокруг. Золотисто-розовые восходы заливали мое сердце нежной красотой, и я становился светом любви над землей. Освобожденная душа подобна птице, которая парит в вышине, и ничто не ограничивает ее полет. Освобожденная душа подобна реке, которая втекла в море и не имеет более берегов. Мой путь от начала до конца – это путь сердца, от сердца человеческого до сердца божественного. Когда я прошел весь этот путь до конца, пришло мое время стать наставником для других. Одно из моих последних воплощений я заканчивал, возглавляя лесную школу Осириса. Как я учил тех, кто доверили мне свои судьбы, так же, как учу вас среди весенних берез и тетеревиных песен. Из обители Творца я поднимался золотым божественным солнцем и учил становиться любовью. Я дарил своим ученикам розово-золотистые зори и учил разливаться духовными сердцами по просторам, лелеять руками сознание и леса, поля, травы. Из глубин, где сияет божественное сердце, я протягивался к сердцам своих учеников, указывая дальнейший путь. Мы спрашиваем: Еремей, какие пожелания и напутствия ты хотел бы передать сейчас тем, кто идут по духовному пути? Ответ: становитесь силой, не переставая быть тонкостью. Осваивайте собранность и осмотрительность, не переставая быть нежностью. Становитесь лидерами и духовными вождями, не переставая быть смиренными. Научитесь быть солнцем Бога, но не переставайте ощущать тех, кого касаются ваши лучи. Познайте то состояние, когда желание остаться в обители Отца заменяет все иные желания души. Абсолютно обнаженная, свободная от всех покровов совершенная душа предстает тогда пред всеобщим источником. Свободная и кристально чистая, она затем погружается в него, чтобы остаться в нем, Творце всего сущего.
так скрепляются, соединяются воедино, познающие и познаваемые. А потом, раздвигая свои плотности и покровы, скрывающие глубины, новая божественная душа исходит лучами великого солнца, не переставая быть источником уже никогда. Вопрос. Иеремей, как помочь людям? Как изменить то, что происходит здесь и во всей стране? Как перенаправить души на любовь, на жизнь в гармонии с природой, с землей, с Богом? Он ответил. Я почти завидую вам. У вас сейчас есть столько возможностей, книги, фильмы, интернет. Вы можете дотянуться в секунды до другой стороны планеты не только сознанием, но зримо. И ощутимо, весомо на многих уже языках Земли провозглашать истину о Боге. И еще хочу сказать об экологии. Это сейчас очень перспективное направление. Но снова экология по-прежнему для большинства людей означает только борьбу с загрязнением окружающей среды, отходами жизнедеятельности человека. Ваша же задача привнести глубину, расширить экологическое направление знаний для всего человечества. Пусть понимание многомерности пространства сделает понятным и необходимо учитываемым то, что не только материальные мусор и отходы загрязняют окружающую среду, что состояние души, в которых живет человек, также запечатлеваются в окружающем пространстве, делая его либо чистым, гармоничным, либо наоборот. Пусть для каждого живущего на земле человека это знание и соответствующее преображение себя станет такой же нормой этики, как необходимость не мусорить, не устраивать помойку в том месте, где он пребывает. И пусть тем местом, где живет человек, он будет ощущать не только комнату свою, квартиру или дом с участками. Пусть местом, где мы живем, люди наконец начнут ощущать планету нашу. Это сейчас стало уже очень близким к пониманию на Западе. Вегетарианство, движение зеленых уже не новость. Но нужно добавить к этому еще и понимание ответственности за состояние души. Надо объяснить людям механизмы воздействия состояния душ на материальный план. Если отходы нефтепродуктов сливаются в реку или в море, каждый понимает губительность этого процесса. Но если черные, как нефть, эмоции, злобы, агрессии, ненависти излучаются человеческим сознанием в окружающее пространство, то это ведь тот же механизм. Образуются отрицательные места силы там, где такие люди живут, или даже просто отдохнуть присели. И болеют от этого другие, которые вынуждены находиться рядом. А если состояние ненависти к инакомыслящим направляются такого рода воплощенными дьяволами-вождями, то возникают разного рода инквизиции, людские объединения для уничтожения других людей. А потом возникают войны, малые или большие. Каждый живущий на земле человек должен принять на себя ответственность за то состояние души, в котором он живет, которое дарит окружающим душам.
И тогда, может быть, изменилось бы многое. Перестали бы люди тратить жизни на производство того, что губит человечество. Стал бы понятен механизм возникновения войн, терроризма. Перестали бы люди учить детей ненавидеть и убивать. Например, перестали бы делать компьютерные игры, в которых они учатся стрелять и уничтожать. Перестали бы заполнять экраны телевизоров и кинотеатров, страницы романов, сценами насилия и убийств. Ведь это все как раз и есть то, что более всего отравляет не только здоровье, но судьбы и конкретных людей, и будущих поколений. Пусть бы красота земли и созидательный труд, гармония и чистота стали нравственными ориентирами. Я держу на ладонях весну. Реки, горы, леса и моря. Я творю на земле весну для каждого и для тебя. На просторах полей тает снег, перелетные птицы вернулись домой, и встает над землей нежно-розовый свет. Пусть будет рассвет твой в каждом семечке маленькой капельки жизни, с каждым днем пробуждаясь от сна, пробиваясь сквозь плотность земли, прорастая, восходит весна, мной исходит из самых глубин бытия изначальный, единый, прозрачный поток, и в сердца, где я прежде посеял любовь, я вхожу, и рождается Бог. Вот мы однажды в степных просторах увидели колоссальный по размерам Махадубль Курган-Баши. И те же его ученики, которые достигли божественности. И он их нам представляет как свою рать, божественную рать. Здесь пребывание в состоянии совмещенности с Курган-Баши оказывается более удобным, чем пребывание в собственном теле или вокруг него. Вот такое колоссальное по размерам место силы, рабочая площадка божественного Курган-Баши и его божественной рати. Мы спросили у него, как происходила тренировка в твоей божественной рати, какие методы использовались для достижения божественных высот. Он отвечал, жизнь проходила на конях. Летящие всадники с распростертыми из распахнутых духовных сердец руками. Они медитируют, охватывая этими руками сознаний, просторы. Медитация – это все мое, это моя степь, это моя любовь.
Земля, я сливаюсь с тобой, заключая в объятия тебя, моя родная мать. Через это они тонули в сознании земли, сливались вначале с ней, а потом и со Сварогом отцом. Вот так и проходили наши тренировки на конях, на просторах в степях. Спрашиваем, а как изначально люди выходили на понимание роли духовного сердца и в своих жизнях вообще, и в тренировках? Он ответил, родная мать-земля это дает, руки любви, вот главный девиз и главное условие для такой работы. А как вы питались? Ведь в питании степных народов доминировали всегда молочная пища и мясо животных. И охота на дичь всегда имела место, это мы знаем из истории. Он ответил, то удел некоторых других народов, но это не касалось Руси родной. Ведь я же русский. Наша рать состояла из русичей. И, как ты сам уже читал, и ты об этом прекрасно знаешь, убойное питание далеко не всегда и не везде превалировало в тогдашней Руси над безубойной пищей. А все-таки чем вы питались? Он шутит. Травы кушали, век нащавили, скисли душами, а прищавили. Это Высоцкий пел про современную Русь. А вот тогда на Приволье, на просторе молоко, кумыс, сыр, плюс разные травы, плюс древесная мука. Как же вы готовили муку? Это ерунда. В ступе потолочь сушеную кору той же ивы, и получается прекрасная по вкусу и исключительная по питательной и лекарственной ценности древесная мука. Ты же знаешь, что такое салициловая кислота. И вот то же самое из коры ивы спасало и нас, и коней от разных бед. Никогда никакая зараза, ни чума, ни холера, ни даже просто какой-нибудь гайморит, ничего такого мы никогда не знали. Но все-таки хлеба, злаки, делали ли вы какие-нибудь из них хоть лепешки? Он ответил, я лично такого не знал. Это была не моя стезя. Изготовление пищи из злаков. Молочная пища, да. И он показывал образы белых круглых сыров. Вот это была моя еда. Даже коней мы подкармливали этим сыром. Плюс толченая мука из трав, дикие орехи, мед тоже. Но он не играл значительной роли. Спрашиваем, хорошо, но это вы, мужики, на конях, а женская половина племени чем занималась? Тоже на конях тренировалась? Он ответил, уклад жизни был другой. Женская половина – это изба. Мы ведь отнюдь не были кочевниками. У каждой семьи была изба, и муж передавал свои духовные знания, наработки жене. На конях? Нет. На конях никто не запрещал, но, как правило, это была изба для женщин. Изба и то, что вокруг. Какие это были годы, когда вы так жили здесь? Ну, вот Курган-Баши в легком замешательстве. Все это ведь воспринимается как единый миг, как единый кусок времени. Это когда еще существовала дохристианская Русь. Все эти земли заселяли славяне. Вот я спрашиваю, я все еще про женщин волнуюсь. Что же, они не имели шансов постичь в медитациях того самого простора, достичь того же уровня духовного совершенства, что и мужчины? Он ответил, нет, не так. Ведь люди понимали тогда множественность воплощений. И была совсем другая культура.
не было пьянства, не было того ужасного духовного разврата, который царит сейчас почти повсеместно по всей земле. И в этих краях тоже. Нежность, ласка, забота друг о друге, забота о детях. Вот это прекрасно продвигало женскую половину жителей этих степей. То проявление любви, которое вам известно под обобщающим словом саттва, вот это и была замечательная женская судьба, оптимально подготавливающая к следующему воплощению. Для полета над землей и охвата всей планеты своими руками, ставшего совершенным сознанием. Сначала каждая жена училась любить мужа и своих детей. И это на самом деле было так. Духовное сердце, руки любви – все это обеспечивал рай при жизни в теле и потом между воплощениями. После чего нужно было всего один раз пройти в мужском теле вот тот самый коллективный полет сознаний среди просторов родных степей. Фактически это есть все, что нужно. Конечно же, приходили к нам в воплощение разные души. Приходили души и из разных краев земли, и после неземных воплощений. Но всего лишь одно вот такое женское воплощение в саттве, взятая ступень саттвы, затем следующее мужское воплощение среди коней и степей. И это практически гарантировало быстрое постижение Творца, слияние с Творцом. Все это было у нас правильно, красиво, сильно и научно, как бы ты сам сейчас сказал. То есть наука развития души в том виде уже тогда существовала. Скажи, пожалуйста, еще, мы спросили, о том, как ты жил. Вот кончилась медитация скачка, медитация полет. Он ответил: жил как ветер. Он перестает дуть. И есть только бесконечная прозрачность воздуха повсюду. Так и сердце духовное. Если полет медитации останавливается, то есть только свет любви, божественный свет, пребывающий в покое. Курган-Баши – это значит гора Отца. Имен у меня было много, не раз я приходил на землю. Я стал домом для всех, кто искали меня. Я стал отцом для всех, кто любили меня, шли в меня. Я стал тем, кто погружает в себя. Ощути мои руки и на них земли мои, степи, леса, озера и летящих над ними всадников. Все это жило во мне век за веком, за годом год, и я вбирал достигающих в себя.
Как ты живешь сейчас? Кому помогаешь? Как я живу, ты видишь. Из беспредельной глубины, сходя великой горой, я открываю безбрежный свет людям земли. Вы можете помочь стать этому свету очевидным для большего числа людей, рассказав обо мне. Я буду говорить и показывать, и они пусть услышат песнь степей, увидят зеркала озер, а мое присутствие пусть затопит светом смотрящего и слушающего. Я хочу сказать людям о планете Матери, на которой они живут. Любовь к ней может излечить души и объединить людей в творении блага всем существам Земли. Моя и твоя земля, степи, озера, поля, в нежном тумане восход отразило зеркало вод. Нет проще заповеди в бытии. Землю свою люби. Ну вот, теперь мы поговорим о ясене, о наших встречах с ним, о том, чему и как он нас учил. Впервые нас познакомил с ясеном Иисус. Мы вначале работали на рабочей площадке Иисуса в лесу, но потом он показал, что вот идите вот туда, он рукой показал направление. Мы пошли и нашли еще одного замечательного божественного учителя, Ясена. И вот чему нас Ясен стал учить, с чего начались его уроки. Он учил протягивать руки сознания, отходящие от духовного сердца, которое стало уже таким большим, что могло свободно существовать и перемещаться за пределами, далеко за пределами физического тела. Вот он нас учил простирать из духовного сердца руки сознания в любую точку пространства в тонких планах многомерной Вселенной. На любое расстояние можно было протянуть руки сознания, а потом руки укоротить, и мы духовным сердцем оказывались как раз между ладонями рук. Вот это один из способов перемещения духовным сердцем в пространстве многомерного абсолюта. Вот можете тоже, кто уже доросли до способности такое делать, вот тренируйтесь так. Руки, сознание нужны в том числе для того, чтобы перемещаться, также помогать другим, также и прорабатывать, очищая, исцеляя, обожествляя собственное материальное тело. И вот Ясен тогда учил нас еще следующему. Представь, что твое тело сейчас умерло, а ты есть. И ведь можешь существовать вполне без него.
Вот как раз это то, о чем я только что говорил, что когда мы научились устойчиво быть за пределами физического тела, передвигаться, работать таким образом, то мы приходим к пониманию, что физическое тело нам уже не очень-то и нужно. Но для того, чтобы это произошло, нужно стать именно большими, а соответственно и сильными сознаниями. И вот Ясен продолжал. Тело должно стать столь же прозрачным, как и сознание изначального плана. Тогда оно уже окончательно не мешает росту тебя как сознания в изначальном плане многомерной Вселенной. И вот мы работали в Махадобле Ясена. Вот я уже говорил о том, чем для нас важны Махадубли божественных учителей. Не только то, что нам намного легче с ними общаться в их Махадублях. Не только то, что мы учимся видеть, ощущать божественные сознания, но также мы можем заполнять их собою, заполнять вот эти формы, которые нам предлагают божественные учителя. И в их формах, сливаясь с ними, мы учимся слиянию с Богом. Это один из вариантов слияния с Богом в аспекте Брахмана или Святого Духа. И эта ступень совершенно необходима для того, чтобы научиться сливаться с Творцом в Его обители. Первое – это Брахман, нирвана в Брахмане. Ну а когда мы сливаемся с Творцом в Его обители, это уже нирвана в Ишваре, в изначальном сознании. Ну и эту нирвану можно бесконечно совершенствовать, усиливая, учать действовать из состояния нирваны. Так что работе духовной конца никогда не видно. Всегда у каждого есть возможность продолжать совершенствование себя, помощь другим. Тот, кто считает, что он уже всего достиг и больше делать нечего, тот глубоко ошибается. И эта ошибка может стать катастрофичной. Ну, а о себе Ясен рассказывал так. Я воплощался в Древней Руси еще до появления там христианства. Воплощался несколько раз. Но служение мое не ограничивалось помощью людям только из воплощенных состояний. Я помогал им всегда. Я начал мое служение на этой земле, когда люди здесь жили еще племенами-общинами, не объединенными под чьей-либо властью в единое государство. Я работал с ними, передавая им требуемые для правильного развития идеи через сказания и поверья, внушая верные мысли, поддерживая в них нужные эмоции, особенно в лидерах, старейшинах, к которым прислушивались люди, за кем они шли. Так я влиял на развитие мировоззрения народа, формировал характеры людей. В давние времена эти земли населяли люди с совершенно иным характером, чем у современных жителей России. Их главными качествами были спокойствие, ненасильственность, доброта,
Они умели жить среди природы и очень гармонично взаимодействовали с ней. И природа обеспечивала их всем, в чем они нуждались. Именно гармония взаимодействия с природой была одной из главных составляющих культуры жизни того народа. Такое общение с природой, а также доброе, ненасильственное отношение друг к другу помогали этим людям расти с ощущением счастья, радости жизни. А доброжелательность и взаимопонимание, нежность и ласка в отношениях между ними не позволяли им пачкаться отрицательными эмоциями и враждой. Ведь именно эти качества пачкают души, осложняя дальнейшие судьбы. Счастье в жизни обеспечивается ведь совсем не техническими достижениями цивилизации. У тех племен не было и малой доли достижений современной техники, и в чем-то им было во много раз труднее. Но, тем не менее, они жили с ощущением свободы и счастья, в отличие от современных россиян. Жизнь людей в современном технократическом обществе оказалась скованной и далекой от счастья и свободы. И причина этого лежит в стремлении людей обеспечить в первую очередь материальную составляющую жизни, в надежде, что именно материальное благополучие принесет счастье. Но счастье по самой его природе происходит не от чего-то внешнего, а от внутреннего. Счастье – это состояние души. Поэтому может быть счастлив лишь тот, кто живет не заботами тела, а истинными устремлениями души. У древних русичей, повторяю, были иные ценности, чем у современного общества. Гармония общения с природой, ненасильственность во взаимоотношениях друг с другом, уважение свободы каждого. Именно это делало их счастливыми, свободными людьми. Одно из моих последних воплощений было на территории современной Костромской области. В ту пору там жили прекрасные люди, чистые душами. И внешний облик их был тоже необычайно красив. Гармонично сложенные тела, светлые, чуть вьющиеся волосы, обрамляющие нежные овалы лиц. И глаза, в которых была видна глубина, чистота, ясность. Жили они общинами, состоящими из нескольких семей. Жили ясно и чисто, в естественной гармонии с природой. Это было нормой, самим укладом жизни. Мы спросили, откуда у тебя такое имя, Ясин? Он ответил,
Имя Ясен означает ясный свет. Это то, что я познал и чем стал, когда достиг слияния с Творцом. Спросили мы: Ясен, но ты еще не рассказал нам то, как именно ты постигал Творца. Он ответил: это было в одном из моих давних воплощений, когда я был приведен сварогом в одну из его лесных школ. Вначале нас там учили растворяться в энергополях растений, весенних березок, ясеней, тополей. Потом впускать в грудную клетку ясный свет утреннего солнышка, наполнять им все чакры, проводить его по основным меридианам. Солнечная чистота должна была наполнять все тело, делая его сияющим и почти прозрачным. Тогда можно было продвигаться дальше. А дальше шла работа тоже совсем как у вас. Мы учились разливаться духовными сердцами над просторами озер и полей, или исчезать в тишине леса. Потом познавались брахманические и все остальные слои абсолюта с помощью Осириса и других божественных учителей. Но на высших заключительных этапах нам предлагали заполнять собой образ древа, ветви которого простирались в материальном мире, ствол пронизывал глубинные тонкие пространства, а затем мы сознаниями прорастали, как корни в обители Творца. Ну а что дальше, это вам и так понятно уже без меня. Вот такова моя биография. Теперь вам все ясно. Ну вот мы познакомились с тем, какова была истинная религиозность в Древней Руси. Что значит истинная? Что я в эти слова вкладываю? Это работа над собой. В отличие от обрядности в разных ее формах, хоть там поклоны и прочие телодвижения, хоть там чтение стандартных молитв, не это нужно Богу от нас. Не попрошайничество, не выпрашивание прощения. Единственное, что нужно Богу от нас, это чтобы мы совершенствовали себя. То есть нужно стать утонченными до уровня утонченности изначального сознания душами. Как можно большими по размерам. И этими душами мы должны влиться в Творца. Вот это и есть прямой путь. Как его реализовать? Только через развитие себя в качестве духовного сердца. Причем все это нужно делать на фоне знаний истинных о Боге и о пути к Нему. Через безупречность этическую. И эта безупречность складывается не из соблюдения каких-то правил, установленных людьми, а из понимания того, какими нас хочет видеть Бог.
то есть любящими, заботливыми, ласковыми, любящими и все живые существа, и Его Бога. Вот эта любовь к Нему формируется в нас за счет любви к различным проявлениям Его творения. И, научившись этому, мы можем полюбить Его. И вот эта любовь к Нему только и может притянуть нас в Его обитель. Любовь – это то, что может сблизить и слить души. Но кроме того, кроме этих общих принципов, и отсюда ясно и то, как мы должны в целом и в частности жить на Земле. Кроме того, существуют эзотерические приемы. Они могут различаться в разных культурах духовных. Но в любом случае можно выделить 3 основные ступени. Вот когда-то мы сделали фильм «Места силы. 3 этапа центрирования». Что за 3 этапа центрирования? Вначале мы должны центром себя внутри физического тела сделать именно средний дантян или чакру анахату. Потом через любовь к творению, проявленному на Земле и ко всей Земле, мы можем научиться заполнять ее ядро собою, огненное ядро. То есть то место, где происходит соединение энергий, составляющих нашу планету, с Творцом. Это та точка, откуда начиналось творение. И это не точка, а зона. Она продолжает существовать и сейчас. И 3-й этап центрирования – это изначальное сознание или Творец в Его обители. Вот мы должны научиться духовным сердцем погружаться туда, в Него, ощущая обитель Творца как свою анахату с руками. И вот этими руками мы можем и тогда и помогать эволюции сознаний в творении. И этими же руками мы можем воздействовать и на свое тело, которое продолжает оставаться на Земле. И через него мы тоже можем функционировать. В том числе, возможно, обожествление материи тела. И тогда достигается бессмертие по программе «Максимум». Напомнить, что истинное духовное бессмертие, о котором говорили и алхимики, и даосы Китая, и в других направлениях. В Атлантиде об этом много речи велось. Истинное бессмертие – это слияние с бессмертным изначальным сознанием. Когда мы выходим из круга рождений и смертей в телах. Кроме того, можно утащить в обитель Творца и энергию собственного тела. Тогда мы обретаем возможность воссоздавать свое тело там, где в этом появляется необходимость воссоздавать временно. И мы уже говорили о примерах такого рода достижений
Этого достиг не только Иисус, но и ряд других представителей Творца. Ну, давайте пойдем по этому пути. Удачи всем!